Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно видео, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра! Прошу прощения за посторонний шум. У нас где-то делают ремонт. Ну и, в общем-то, уже довольно давно шум, поэтому вряд ли стоит ждать, пока он прекратится. Сегодняшний свой хобби-влог я начинаю с раскраски «Хрупкий мир» Кербера Заноса. Пока я здесь еще ничего не выбрала. Ну, я так полистала. Мне здесь, в принципе, все иллюстрации нравятся. Но развороты я пока раскрашивать не хочу. Я вот что подумала, может быть... Ну, так-то я раскрашивала из середины, из конца, так сказать. Я вот подумала, не начать ли мне ее с самого начала. Вот, например, с этой иллюстрации. Собственно, вполне будет неплохо. Как правило, Кербера Заноса я раскрашиваю манделузами. Может быть, и здесь будет все это не исключением. Может быть, что-то где-то будет сухая пастель, где-то карандаши. Пока еще не решила, но думаю, что манделузы точно будут. И, конечно же, я обязательно пораскрашиваю на камеру, так что не переключайтесь. Как и что получится, не знаю, но попробую. А поговорить я сегодня хотела вот о чем. Меня часто спрашивают, когда я включу комментарии. Обычно я включаю комментарии на раскрашенное за месяц, но в целом я особо их включать не планирую. С чем это связано? Ну, как бы никаких плохих комментариев мне не поступало, ничего такого. Ну, во-первых, не всегда получается ответить, хотя в целом я на связи в Инстаграм всегда. Вот. Но это еще связано с ворами на Ютубе, ворами в плане идей. Ну, нет, еще есть такой момент, что у меня комментариев много никогда не было. А если комментарии включены, а их мало, то как бы YouTube, ну, это отражается на продвижении. А вот если комментариев нет, потому что они отключены, то это не мешает продвижению, наоборот, помогает. Но помимо этого я решила, что неоднократно воровали идеи, да и, в общем-то, продолжают воровать и будут воровать. Но вопрос в том, что мне написали комментарий, я обязана на него ответить, ну, в целом, как бы, да, как положено. Вот, и получается так, человек мне написал комментарий, при этом своровал идею, а я еще ему должна тоже ответить, как-то нехорошо. Поэтому сейчас я свободна в этом плане. Я многих смотрю, кого-то комментирую, кого-то нет. Если я не прокомментировала, это не значит, что я как раз кого-то в чем-то заподозрила, не доведи Господи. К большинству блогеров я отношусь очень хорошо. Мне никто ничего плохого не делал, да и человек я, в принципе, мирный. Но вот, девочки, реально, я стала замечать, я не против, что кто-то берет мою идею, я тоже беру у людей идеи, но я всегда их называю, всегда неоднократно упоминаю, у кого что я взяла. А сейчас получается так, ты что-то показываешь, какая схема, проходит, люди выжидают какое-то время, потом берут идею, добавляют маленькое что-то такое, знаете, нововведение от себя и уже никого не называют. Но, девочки, нововведение, если вы что-то от себя придумали, это ваше, а идея не ваша. Насчет фона я подожду, когда высохнет, и в это время еще подумаю, нужен он здесь или нет. В принципе, если его делать логично, примерно в тех же цветах, сухую пастель применить. Но, не знаю, в теории, может быть, и так обойдется.
Ну, просто потому что это же в самом как бы начале, да. Так что посмотрим. Может быть, даже оставлю без фона. Отложила раскраску, чтобы она высохла. И сейчас буду раскрашивать вот здесь. В принципе, тоже очень классная раскраска. Здесь я пораскрашивала уже. Так, это нормально для раскраски, которая появилась у меня только в марте. Виолетта дарила, спасибо большое. Ну и я подумала, а что бы тоже не пораскрашивать ее с самого начала. Собственно, сейчас этим я и займусь. Сначала я подумала, что буду здесь раскрашивать либо манделузами, либо... Что тут такое случилось? Либо Виста Артиста. Но сейчас я подумала, у меня же есть все-таки новые карандаши Брутфунеры. И пока я ими еще мало раскрашивала, хотя, в общем, 2 дня подряд активненько их использовала, но все равно я считаю, что маловато. Поэтому, скорее всего, постараюсь раскрашивать здесь именно этими карандашами. Ну а возвращаясь к теме воровства на ютубе, если действительно вы что-то берете, вы обязаны сказать, упомянуть человека, у которого вы взяли. Если вы что-то доработали, да, вы можете сказать, что вы доработали что-то вот под себя, так сказать, сделали. Но не надо выдавать полностью идею-то за свою, а это уже не первый раз происходит. Поэтому я решила, что ради идей, я ничего не потеряла от того, что отключила комментарии. Вообще уже очень хочется устроить поименщину, но я не хочу тратить на это время, не хочу скандалить, хотя сама я вывезу любой скандал, вообще не вопрос. Но я не хочу этим заниматься, да и потом мы же все друг друга смотрим, и все видят, кто у кого чего взял, откуда у кого что пошло. Так что, в принципе, смысла в этом нет. Другой вопрос, что иногда мы ведем, да, разговоры какие-то за кадром. И вот иногда есть такие люди, которые втираются в доверие, а потом передают информацию другим блогерам. Но вы знаете, мне всегда об этом докладывают. И пару раз даже было, что с доказательствами, которые у меня есть. Но я, опять же, повторюсь, я не собираюсь тратить время на это, потому что у меня столько интересных задумок, идей и хобби, чтобы я этим занималась. И повторюсь, если что-то у меня берут, я не против. Но я против такой вот наглости. С другой стороны, те люди, кто ворует, они еще между собой скоро перегрызутся. Так что тут даже и вмешиваться не надо. Только наблюдать. Это я просто хорошо знаю и уверена по бьюти-ютубу. И, вы знаете, здесь, казалось бы, такое безобидное хобби. Сначала все так у нас дружно начиналось, но в итоге началась вот эта вот грызня, непорядочное поведение. Так что оно все равно к тому же и будет как на бьюти-ютубе. Я имею в виду, что начнутся какие-то дрязги, скандалы. Но пусть это уже не с моей руки будет. Но когда я сперва не понимала, что происходит, но догадывалась, я так и знала, что кто-нибудь все равно что-то проболтается. Так оно и получилось. Ну ладно. Но скандалить я пока не буду. Сейчас покажу, как продвигается дело, и потом продолжу раскрашивание. Ну, в принципе, раскраска простенькая, и иллюстрации, соответственно, тоже простые. Но они очень классные. Мне всегда доставляет удовольствие здесь раскрашивать. Мне раньше казалось, что самое мимимишное из этой серии раскраска — это вот единороги, которые самые первые. Но оказалось, что
как сейчас, я думаю, вот это самое-самое лучшее. Ну, не знаю, здесь такая классная тематика. Сами сюжеты классные. Надо уже отсюда взять закладку и переложить ее сюда. Что вот это у меня уже раскрашено. Не знаю, можно по порядку в теории пойти. А может и не пойду по порядку. Под настроение. Но сегодня у меня было настроение красить именно по порядку. И не знаю, как-то в последнее время попадаются мне какие-то иллюстрации, где я, в общем-то, не очень даже хочу делать фон. В том смысле, что он может быть лишним. Не то, чтобы мне лень. Ну, мне кажется, здесь он вряд ли уместен. Но, возможно, я ошибаюсь. Я еще скоро выпущу видео о вот этих работах, которые я доделываю с того месяца, потому что я их уже сделала. Нужно только собраться и снять видео. Пожалуй, вот это единственная выкраска, которой я реально пользуюсь. Ну, потому что цветов много, и пока я еще не определила, знаете, наиболее, которые мне нравятся. Не, уже есть, конечно, любимчики, но все-таки далеко не всеми я попользовалась. И в таком количестве, конечно, пока я еще ничего не запомнила. Может быть, будет время, когда я и этой выкраской перестану пользоваться. Но вот пока использую. И это для меня, правда, редкость. Иллюстрация уже вот подсохла. И, как я думаю, здесь нужно где-то добавить карандаш. И не обязательно, что это будет черный карандаш. Вполне вероятно, что, возможно, какой-нибудь коричневый будет добавлен. Может быть, даже что-то песочное такое я добавлю. Посмотрим. Но вот доработка карандашом, мне кажется, здесь требуется. В то время как фон, без него тут можно обойтись. Так, ну и давайте все-таки посмотрим, что у нас с обратной стороны. С обратной стороны лист, ну, вот так вот он выглядит. Но ничего не протекло. Но я воды как бы и не лила, так, чтобы много. Я аккуратненько так размывала. Поэтому... Ну и, в принципе, я говорила, что везде разная бумага. Один лист такой, другой такой. Это в наших изданиях встречается часто. Так что же, где-то протекает, где-то нет. Но я даже конкретно не эту раскраску имею в виду, а вообще. Это не протечка, это, видимо, с этой стороны. Это можно ластиком убрать. Не, ну в целом тут нормальная бумага. Вполне себе. Это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Я благодарю вас за просмотр и желаю самое главное вам здоровья и вдохновения. До скорой встречи. Всем пока-пока.